Всем привет! В этом ролике мы вяжем милого друга Чебурашку. Большая игрушка, высота 30 сантиметров, красивый милаш, дети от него в восторге. Вяжется несложно, отдельными деталями, потом все сшивается. Чебурашка может стоять сам. Мне очень нравится то, что получилось. Приглашаю вас повязать. Для вязания нам понадобится один моток газал джинс на 50 грамм 170 метров, цвет 1122. Им мы будем в 2 нити вывязывать лицо и пузико. И понадобится пряжа Гималая Коала. Здесь имитация меха, нежная пушистая пряжа. На 100 грамм 100 метров понадобится 1,5 мотка, цвет 75739. Из этой пряжи получается отличное сочетание для вывязывания чебурашки. Вязать будем на спицах номер 5. Для удобства вязания нам понадобятся и носочные спицы, и спицы на длинной леске. Конец нити спрятан в середине мотка. Начинаем вязание с головы чебурашки. Оставляем небольшой кончик нити и на спице с длинной леской обычным способом набираем 12 петель. Это 10 петель плюс 2 кромочные. Набрали 12 петель, разворачиваемся. Кромочную петлю снимаем, и нам надо удвоить количество петель. Для этого провязываем первую петлю лицевой, делаем накид. Снова лицевая, накид. Так вяжем до конца ряда. И в конце ряда у нас на спицах станет 20 петель плюс 2 кромочные. В конце ряда не забываем сделать накид после последней петли. Кромочная, изнаночная. Разворачиваемся. Кромочную переснимаем. Наши накиды провязываем за заднюю стенку скрещенной петлей, лицевые провязываем за переднюю. Накид скрещенной петлей, лицевые обычной. То есть в каждом ряду и в лицевом, и в изнаночном мы все петли будем вязать лицевыми. Вяжем платочной вязкой. Довязываем ряд до конца. У нас на спицах сейчас 20 петель плюс 2 кромочные. Так как в пряже, имитирующей мех, очень тяжело считать и петли, и ряды в полотне, поэтому постоянно следите и за количеством петель, и за количеством рядов. Развернулись, и нам снова надо удвоить количество петель. Кромочную снимаем, провязываем лицевую, делаем накид. Снова лицевая, накид. Так довязываем ряд до конца. И в следующем ряду кромочные снимаем, точно так же накиды провязываем за задние стенки, лицевые за передние. У нас на спицах 40 петель плюс 2 кромочные. Довязываем ряд. Дальше прибавления мы уже делать не будем. Просто будем провязывать все петли лицевыми в каждом ряду. И всего провяжем 10 рядов. Обязательно прям провязали ряд, где-нибудь отмечайте. Первый ряд провязан, второй ряд и так далее. Вяжем 10 рядов лицевыми. После того, как провязали нужную нам высоту, начинаем делать убавление. Провязываем по 2 петли вместе лицевой. 2 петли вместе, снова 2 вместе и еще раз 2 вместе. Так вяжем до конца ряда. На спицах 20 петель плюс 2 кромочные. Провяжем один ряд лицевыми. В следующем ряду снова убавление. После кромочной провязываем по 2 петли вместе. На спицах останется 10 петель плюс 2 кромочные. И в следующем ряду мы закрываем петли. Провязываем петлю и накидываем на нее предыдущую. В конце закрытия вытягиваем петлю подлиннее. И здесь нить отрезаем. Эта нить пригодится нам для сшивания. С головой закончили. Переходим к вывязыванию тела.
На те же спицы с длинной леской набираем 12 петель. Это 10 петель плюс 2 кромочные. Разворачиваемся, кромочную снимаем и провязываем все петли лицевыми. В следующем ряду удваиваем количество петель. 1 лицевая, накид, лицевая, накид. В конце ряда на спицах станет 20 петель плюс 2 кромочные. Не забудьте сделать накид в конце ряда перед кромочной. В следующем ряду накиды провязываем скрещенными, лицевые обычными. Накиды за заднюю стенку, лицевые за переднюю. Точно так же, как мы делали при вывязывании головы. На спицах у нас сейчас 20 петель плюс 2 кромочные. В следующем ряду мы провязываем 2 лицевые, делаем накид. Снова 2 лицевые, накид. То есть прибавляем каждую третью петлю. И в конце ряда на спицах у нас станет 30 петель плюс 2 кромочные. В следующем ряду накиды провязываем скрещенными петлями. 2 лицевые. Накид скрещенный, 2 лицевые. Довязываем ряд до конца. И далее провяжем 20 рядов без прибавок. Просто все петли лицевые. Внимательно считайте количество провязанных рядов. Я провязала 20 рядов по прямой. Теперь мы начинаем делать убавки. После кромочной провязываем 1 лицевую, 2 петли вместе. Снова 1 лицевая, 2 вместе. Формируем таким образом убавление до конца ряда. В следующем ряду все петли просто провязываем лицевыми. И снова у нас ряд с убавками. Теперь мы провязываем по 2 петли вместе. Уменьшаем количество петель вдвое. В следующем ряду все петли провязываем лицевыми. И закрываем петли обычным способом, провязав петлю и накинув на нее предыдущую. Сформировали заготовку для тела. Теперь переходим к лапкам. Начинаем с вязания верхних лап. Здесь я использую носочные спицы. Обычным способом набираем 10 петель. Это 8 петель плюс 2 кромочные. Разворачиваемся и удваиваем количество петель. Провязываем лицевую, делаем накид. Снова лицевая, накид. В конце ряда у нас станет 16 петель на спицах плюс 2 кромочные. В следующем ряду точно так же. Накиды провязываем за заднюю стенку скрещенными петлями, лицевые обычными. Довязываем ряд до конца. И далее провяжем 4 ряда без прибавок. Все петли лицевые. В следующем ряду мы провязываем 1 лицевую, 2 вместе. Снова лицевая, 2 вместе. Так вяжем до конца ряда. В конце ряда лицевая и кромочная. Сейчас на спицах у нас 11 петель плюс 2 кромочные. И мы провяжем по прямой 8 рядов. Закрываем петли следующим образом. Кромочную снимаем. Провязываем 2 петли вместе. Накидываем на эту петлю предыдущую. Снова провязываем 2 вместе. Накидываем предыдущую. Таким образом закрываем все петли до конца ряда.
В конце ряда конец нити оставляем подлиннее для сшивания и аналогичным образом вывязываем и вторую лапку. Теперь переходим к вязанию нижних лап. Здесь нам надо набрать 12 петель на спице. Это 10 петель плюс 2 кромочные. В следующем ряду мы удваиваем количество петель, кромочную снимаем, провязываем одну лицевую, делаем накид, снова лицевая, накид. Так вяжем до конца ряда. В конце ряда у нас станет на спицах 20 петель плюс 2 кромочные. Не забываем сделать накид перед кромочной. Развернулись. Точно так же накиды мы провязываем скрещенными петлями, лицевые обычными. Довязываем ряд до конца. Далее провязываем 4 ряда просто лицевыми. Вывязываем высоту. В следующем ряду провязываем одну лицевую, 2 вместе. Снова лицевая, 2 вместе. Вяжем так до конца ряда. Далее провязываем 8 рядов в высоту и закрываем петли, провязав 2 петли вместе и накинув на эту петлю предыдущую. Снова провязываем 2 вместе, накидываем предыдущую. Закрываем так все петли до конца ряда и аналогично вывязываем вторую нижнюю лапу. Набираем 12 петель, удваиваем, провязываем 4 ряда, затем небольшие убавки и 10 рядов в высоту. Теперь переходим к вывязыванию лица и пуза. Начнем с живота. Пряжей Gazelle Jeans в 2 нити мы набираем 6 петель. Разворачиваемся. Будем делать прибавки в конце ряда и в начале, после и перед кромочной. В начале ряда после кромочной мы делаем накид от себя. Далее петли провязываем изнаночными в изнаночном ряду, лицевыми в лицевых. Перед кромочной делаем накид на себя, кромочная, изнаночная. Разворачиваемся. Накиды провязываем скрещенными петлями. Первый накид вяжем за переднюю стенку. Получилась петля с наклоном вправо. Далее петли провязываем лицевыми. Второй накид провязываем за заднюю стенку. Получилась петля с наклоном влево, кромочная, изнаночная. В изнаночном ряду снова прибавление накидами. Сначала накид от себя, в конце ряда накид на себя. В следующем ряду снова накиды провязываем скрещенными петлями. Первый накид за переднюю стенку, второй накид за заднюю. Всего нам надо провязать 5 таких рядов с прибавками. На спицах 16 петель. И нам надо провязать в высоту 7 рядов. 7 рядов без прибавок. В изнаночных рядах изнаночные петли, в лицевых лицевые. Вяжем 7 рядов и закончим изнаночным рядом. Далее в лицевых рядах будем делать убавления. После кромочной провязываем 2 вместе лицевой за задние стенки. Получилась петля с наклоном влево. Далее провязываем петли лицевыми, не довязывая 2 петли до кромочной. Их мы разворачиваем, провязываем лицевой за передние стенки. Получилась петля с наклоном вправо и кромочная. Изнаночный ряд без изменений, просто все петли провязываем изнаночными. В лицевом ряду снова убавки. После кромочной 2 вместе за задние стенки. Перед кромочной 2 петли нам надо развернуть
и провязать их за передние стенки. Всего нам надо провязать 5 таких рядов с убавками. Я провязываю последний ряд с убавлениями. На спицах осталось 6 петель, и с изнаночной стороны мы их закрываем, провязав петлю изнаночной, накинув на нее предыдущую. Снова изнаночная, накидываем предыдущую. Закончили формирование пудика, переходим к формированию лица. Здесь мы набираем 16 петель. Я взяла спицу подлиннее. Набрали 16 петель, разворачиваемся. И точно так же нам надо сделать прибавки после кромочной, накид от себя, далее все петли изнаночные. Перед кромочной накид на себя. В лицевом ряду накиды провязываем скрещенными. Первый накид за переднюю стенку. Далее все петли вяжем лицевыми. Второй накид за заднюю стенку. В изнаночном ряду у нас снова прибавление. Всего у нас будет 3 ряда с прибавками. Сначала накид от себя, в конце ряда накид на себя. Провяжите еще один ряд с прибавками в изнаночном ряду. И после этого 9 рядов в высоту без прибавлений лицевой гладью. В лицевых рядах лицевые, в изнаночных изнаночные. Теперь нам надо провязать 3 ряда с убавлениями. В лицевых рядах после кромочной 2 вместе провязываем за заднюю стенку. Перед кромочной 2 петли разворачиваем, провязываем вместе за переднюю стенку. В изнаночных рядах все петли просто изнаночные. Всего провяжем 3 таких ряда с убавлениями. Потом с изнаночной стороны просто закрываем все петли и приступаем к сборке. Начнем с тела чебурашки. Оставшийся длинный конец нити вставляем в иглу. Сначала нам надо затянуть вот это отверстие. Для этого иглой по кругу мы будем просто подхватывать петли вот таким образом. Подхватываем петли полотна и затем протягиваем нить. Затянули наше отверстие. Затем сшиваем боковую часть просто соединительными стежками. Вот таким образом проходимся по всей длине туловища. Сверху нам надо оставить небольшое расстояние для того, чтобы набить тело холофайбером и вывернуть его. Сделали необходимое количество стежков, выворачиваем так, чтобы шов у нас оказался внутри. И набиваем тело игрушки холофайбером или ватой. Отверстие, оставшееся вверху, затягиваем иголкой, подцепляя вот таким образом петли, точно так же, как мы и делали в начале. Затянули отверстие, закрепляем нить и уводим конец нити прямо в тело игрушки. И здесь ее отрезаем. Тело готово. Точно так же мы сшиваем все остальные детали, голову и 4 лапы. Сшиваем боковую часть, набиваем холофайбером и прячем концы. Сшиваем детали. Сначала пришьем голову к туловищу. Пришивать будем по окружности. Не просто пара стежков в центре, а прям по кругу. Пойдем подхватывая то тело, то голову. Готово. Пришили тело к голове. Теперь пришьем
верхние лапы и нижние. Намечаем место расположения для верхних лап. Пришиваем их сначала по верху, вот в этом месте. Затем уводим иглу под лапу и пришиваем лапу еще и снизу. Аналогично пришиваем вторую лапку. Нижние лапы мы будем пришивать по окружности. Подводим лапу к телу вот таким образом, чтобы чебурашка как бы стоял на лапках. И начинаем пришивать, подхватывая петлю то от тела, то от лапы. Вот так по кругу. Плотно пришиваем. Основная конструкция собрана. Теперь нам надо пришить животик и мордочку. Пришивать я буду тонкой леской. Называется она прозрачная нить. Вот так выглядит. Намечаем расположение для мордочки. Закрепим булавками, чтобы ничего никуда не съехало. И начинаем просто пришивать мордочку по самому краю полотна. Аккуратно, стежок за стежком по всему периметру. Мордашка готова. Теперь займемся животиком. Точно так же намечаем булавками местоположение, закрепляем и пришиваем аккуратно по самому краю полотна. Вот что у нас на данный момент выходит. Все очень красиво и очень мило. Займемся ушами. Уши у чебурашки двойные. Будем вязать их по кругу. Начнем с носочных спиц, перейдем потом на круговые. Обычным способом набираем 8 петель на одну спицу. Подводим вторую спицу. Продолжаем набор, набираем еще 8 петель. На спицах 16 петель. Соединяем вязание в круг. И сразу же начнем удваивать петли. Провязываем одну лицевую. Делаем накид. Снова лицевая, накид. Так провязываем петли с первой спицы. В конце спицы не забудьте сделать накид, так, чтобы не потерять его при переходе на вторую спицу. Сделали накид и аккуратно перемещаемся на вторую спицу. Точно так же провязываем одну лицевую, делаем накид. Лицевая, накид. Довязываем ряд до конца. В конце ряда тоже не забудьте сделать накид. И всего на спицах станет 32 петли. Во втором ряду, так же как мы и делали, лицевые провязываем обычными петлями, накиды скрещенными за заднюю стенку. Лицевая, скрещенный накид. Довязываем таким образом ряд до конца. В следующем ряду мы провязываем 2 лицевые, делаем накид. Снова 2 лицевые, накид. То есть в каждом ряду у нас будет прибавление по 16 петель. Довязываем таким образом ряд. Не упускайте последний накид на спице. В следующем ряду точно так же. Лицевые провязываем обычными, накиды скрещенными.
Всего у нас на спицах сейчас 48 петель. В следующем ряду мы уже провязываем 3 лицевые. Делаем накид. Снова 3 лицевые, накид. Потом мы будем провязывать 4 лицевые накид, 5 лицевых накид, 6 лицевых накид. И таким образом дойдем до 112 петель на спицах. То есть 6 лицевых накид, затем ряд с провязанными скрещенными, и здесь мы будем останавливаться. В процессе вязания вы можете перейти на круговые спицы, чтобы было удобнее вязать. Не забудьте повесить маркер, отделяющий начало ряда. Когда довязали до 112 петель, будем закрывать петли при помощи крючка. У меня здесь крючок номер 4. Снимаем петлю с первой спицы, снимаем петлю со второй спицы и протягиваем через эти две петли рабочую нить. Снимаем эти петли со спиц, снова вводим крючок в петлю с первой спицы, в петлю со второй спицы, протягиваем рабочую нить через все петли на крючке. Снимаем закрытые петли со спиц, снова подхватываем петлю с одной спицы, петлю со второй спицы и протягиваем через них рабочую нить. Так закрываем все петли до конца ряда. И у нас выходит вот такая конструкция. Для начала нам надо затянуть отверстие посередине. При помощи иглы, так же как мы и делали, подхватываем все петли по кругу и затягиваем. Нить закрепляем и уводим ее в середину ушка. Теперь нам надо сшить вот эту часть. Будем сшивать с двух сторон. Сначала сошьем заднюю часть уха, затем переднюю. Сшиваем, подхватывая петлю то с одной части, то со второй. Затем вводим иглу на другую сторону уха. И здесь сшиваем, немножко отступая от шва по сантиметру, чтобы ушко немножко присобралось. Точно так же подхватываем петлю с одной части. Вот здесь наш шов. Отступаем немножко от него. И вот в этом месте подхватываем петли. С одной стороны и с другой. Аналогично вывязывается второе ухо. Набираем 16 петель и вывязываем его по кругу. Потом пришиваем ушки к голове, примерно вот в этом месте. Нам осталось связать глазки, вышить нос и рот. Глаза я вяжу из Alize Superlana Maxi, здесь на 100 метров 100 грамм, на спицах номер 5. Обычным способом набираем 4 петли. Делаем прибавку, после кромочный накид от себя, далее 2 изнаночные, перед кромочный накид на себя и кромочная. Далее провяжем накиды скрещенными лицевыми. Первый накид за переднюю стенку, второй накид за заднюю. Кромочную здесь тоже вяжу лицевой. Далее нам надо провязать 5 рядов в высоту без прибавок. В изнаночных рядах изнаночные петли, в лицевых лицевые. Первый ряд провязали, второй, третий, четвертый и пятый. В шестом ряду делаем убавки. После кромочной провязываем 2 вместе с наклоном влево, 2 вместе лицевой за задние стенки, перед кромочной 2 петли разворачиваем, провязываем их лицевой за передние стенки.
С изнаночной стороны закрываем петли, первую снимаем, далее провязываем петли изнаночными и накидываем на них предыдущую. Точно так же вывязываем второй глаз. Для зрачков нам понадобится черная пряжа. У меня здесь какая-то смесовка, примерно 100 грамм 200 метров. Вязать я буду на спицах 3,5 и точно таким же образом, как мы вывязывали глаза. То есть набираем 4 петли, разворачиваемся. В первом же ряду делаем прибавки. После кромочной накид от себя. Далее 2 изнаночные. Перед кромочной накид на себя и кромочная. Далее накиды провязываем скрещенными, лицевые обычными. Первый накид за переднюю стенку. Второй накид за заднюю стенку. Теперь вяжем 5 рядов в высоту, без прибавок. В лицевых рядах лицевые, в изнаночных изнаночные. И далее делаем убавки. После кромочной 2 вместе лицевой за задней стенки. Далее 2 петли разворачиваем. Провязываем лицевой за передние стенки. И в следующем ряду петли закрываем. Точно так же вывязываем второй зрачок. Теперь нам надо пришить зрачок к глазу. Белые хвостики пока не прячем, они нам пригодятся для вывязывания бликов. Просто аккуратно по самому краю полотна пришиваем зрачок. Белый конец нити вставляем в иглу с широким ушком. Нить уводим на изнаночную сторону сначала. Затем с изнанки выводим примерно в этом месте. И делаем стежок, заходящий на зрачок. Вот таким образом просто формируем блик. Здесь нить закрепляем и прячем хвостик с изнаночной стороны. Второй глаз формируем точно так же. Намечаем расположение глаз на мордочке и аккуратно пришиваем по периметру. После того, как пришили глаза, нам надо вывязать носик. Носик у чебурашки треугольный. Вяжу из вот такой светло-коричневой пряжи. Это, по-моему, Alize Classic у меня. На спицу номер 5 набираем 5 петель. Разворачиваемся. Провяжем один ряд изнаночными петлями. В следующем ряду сделаем убавку. После кромочной вводим спицу во вторую петлю, меняем местами с первой и провязываем 3 вместе лицевой. Сделали убавку 2 петель, центральная петля сверху, кромочная лицевая. И с изнаночной стороны просто провязываю 3 вместе изнаночной. Вот такой небольшой треугольник. Намечаем его расположение на мордочке и пришиваем по периметру. И осталось нам сделать улыбку чебурашки. Это у меня тоже какие-то остатки полушерсти. Вот таким образом нам надо нить пришить. Нам понадобится небольшой отрезок нити. При помощи крючка вот таким образом мы намечаем местоположение для улыбки. Уводим нить внутрь чебурашки с одной стороны. Здесь будет улыбка. И с другой стороны тоже протягиваю крючком нить вовнутрь чебурашки. Улыбку закрепим при помощи нашей лески. Просто обошьем улыбку вот таким образом, просто закрепив ее. Придаем ей форму улыбки. Закрепляем нить с одного конца улыбки.
и с другого. Вот эти концы нитей мы просто отрезаем. Мордашка готова. Я еще думала вышить брови, но без них он мне больше понравился. Чудесный чебурашка получился, и дети от него просто в восторге. Спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Будем вязать вместе.